Ичика Ями, одна из последних выживших людей клана Ями, дочь главы клана, сильная и независимая наследница Киджина, состоит в драконьей семерке, самой могущественной группировки этого государства, задача которого защищать страну солнца от различного вида угроз, с чем она собственно ранее безупречно справлялась и была за это почитаема народом. Персонаж этот казался идеальным для подражания, моментами она бывает строгая, ведь того требует дисциплина, но за всеми этими качествами и достижениями, на которые хотелось бы даже равняться самому, скрывается нечто гнилое. Глубокая травма, которая изначально заставит вас переживать и сочувствовать данному персонажу, а затем ненавидеть. Сегодня мы как раз об этом и поговорим. Здорово, ребятки и анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. После того, как Ичике удалось остаться одной из немногих выживших после истребления клана Ями, она посвятила себя тренировкам для того, чтобы доказать всем, кто в нее не верил, то, что она сможет добиться большего. И это, собственно, у сестры Ями получилось как нельзя лучше. Ей удалось стать не просто хорошим мечником, а одной из мастеров драконьей семерки, где собраны самые сильные мастера в области юдзуцу, и каждый из них, в том числе и Ичика, были в силах использовать сильнейшую технику Z-Ten, которая становится доступна пользователю путем долгих лет тренировок духовной энергии Ки и нахождения точек высвобождения накопленной мощи. По легендам, мастер, создавший эту технику, был способен расколоть ей небеса. И такого результата ей удалось добиться к своему 24-летию, что очень впечатляет. Как мне кажется, глупо считать Ичику слабой, ведь даже если не брать в счет ее титул, то же ее сила наверняка находится либо на уровне сильнейших капитанов, либо даже выше. Сказать наверняка, что Ичика сильнее конкретных капитанов, у меня на данный момент пока не выйдет, так как единственным ее сильным древним противником был легендарный пятиглавый дракон, когда в Клевере капитаны сражались и с древним демоном, и верховным, а с паладинами в Клевере сражались пока только Аста, Ноэль, Мимоза и Нера, так что тут тоже не удастся сравнить результаты, но как минимум она почти 2 раза уделала Асту, конечно не на пике его мощи, но это тоже достойный результат, ведь она является мастером использования энергии Ки, когда в свою очередь на том материке маги в основном полагаются только на ману, и значит, сражаясь они с Астером, тогда точно бы проиграли. А помимо управления энергией Ки, Ичика Ями также была способна искусно управлять собственным Йороку, то бишь маной, ибо на создание магического одеяния способны очень немногие, а сестра Ями преуспела даже в этом, так что ее силу можно действительно считать плюс-минус равной или выше капитана. Чтобы вы понимали, сильнейшими я считаю Ями и Мерио. Фуигулен пока только потенциально может вступить в этот список, но да ладно, это уже тема для совершенно другого ролика. Этих результатов Ичика, как я уже и говорил, достигла к своим 24 годам, так что с ее достижениями действительно стоит считаться. Все это упорство и стремление доказать свою силу появилось из-за не очень хороших отношений с отцом Ичики, а точнее очень плохих. В детстве глава клана Киджина издевался над своей дочерью, поскольку та просто не оправдывала его ожидания. Слабая, не проявляла ни капельки родословного юдзюцу, и за все это его жена отдала свою жизнь, умерев во время родов. В общем, глава клана был крайне недоволен, что в его семействе была настолько слабая и никчемная наследница его крови. И именно поэтому Ичика так старательно и упорно тренировалась, дабы доказать своему отцу обратное. Но вот что я вам еще скажу. Даже больше ей хотелось доказать свою силу не отцу, а своему старшему брату Сукихира, ведь он был любимчиком главы. Так и еще на него возлагали надежды, считая, что он станет новым толчком к процветанию и возвращению былого величия клана Киджинов. Однако так было не всегда. Изначально Ичика смотрела на своего старшего брата совершенно по-другому. Она любила его, восхищалась, ибо старший брат был талантливым, даже грубый и черствый отец гордился им. А
еще Ями частенько защищал свою младшую сестру, что также оставило след в ее сердце. Но все изменилось, когда одной ночью все люди этого клана были убиты, как она успела увидеть, когда очнулась. Были хладнокровно убиты Ями Сукихира. С того времени Ичика по мере своего взросления взращивала ненависть к своему брату. Здесь и раскрывается лицемерность данного персонажа. Пытаясь прикрыть свои былые ошибки и не зная на тот момент всей правды, Ичика вот так просто решила повесить клеймо предателя и ненависти на Сукихира. Хотя и даже в голову не пришло подумать, даже еще не углубляясь в свои воспоминания, а почему это он сделал. Она же сама ненавидела клан Ями, ненавидела отца, людей, которые преследовали только силу и жажду сражения. Сестра Ями корила своего брата предателем из-за того, что он уничтожил клан и ушел как последний трус. По ее словам, своим поступком он загубил весь потенциал и процветание клана Киджина. А вот только она даже не пыталась понять, что тот, кто усугублял ситуацию и является по сути основным виновником уничтожения клана, был ее же отец. Ведь это именно его действия привели к подобному исходу. Ичика знала, каких взглядов был ее предок. Он попросту не смог принять новую реальность. Его тошнило от мирного времени, так как ему хотелось сражений, превозмогания над всеми остальными кланами и свержения семейства Рюда, которые управляли провинцией, где они проживали. Именно глава клана и его эксперименты привели к полному уничтожению всего семейства. Но Ичика возненавидела именно Сукихира, превознося его даже выше над отцом, хотя ему даже не нравились наставления главы и хотелось Ями совершенно другого. Это показывает, насколько легко было убедить Ичику. Орудуя лишь немногим, она способна принять ложь за действительность, позабыв всю ту доброту и заботу, которую проявлял ей старший брат, его стиль жизни и многое другое. Зато когда якобы он воплотил ее же истинные желания, она возненавидела его. И это прям действительно лицемерно с ее стороны. Однако, несмотря на все эти недостатки, ее недальновидность, Ичика все же умеет признавать свои ошибки. Ведь когда ей открыли скрытые отрывки воспоминаний, она поняла, что все это время винила невиновного. У нее хватило сил принять правду, и это самое главное. Ведь это означает, что персонаж способен развиваться. Но самое сложное еще впереди, ведь одно это принять, а другое суметь взглянуть в глаза своему брату. И я уверен, что это обязательно случится. В целом, Ичика вышла персонажем, который находится достаточно близко к зрителям, потому что ее травмы и переживания можно легко понять, поскольку у каждого из нас были трудные моменты в жизни. Каждый из нас завидовал кому-то и пытался всячески либо достигнуть его уровня, либо даже превзойти, либо же доказать кому-то, что ты способен на это. Но к тому же здесь автор показывает, как важно уметь меняться, ибо Ичике пришлось для себя сломать целую картину мира. Ведь все, во что она верила, все, что презирала, все это рухнуло в один момент. И в жизни многие люди бы просто не выдержали этого и сломались. Но Ичика же смогла принять новую реальность. Однако, как я уже и говорил, самый сложный момент ее ожидает еще впереди, так как теперь ей по-любому захочется встретиться со своим единственным родственником. Но для этого Ичике предстоит набраться смелости, чтобы взглянуть в глаза Сукихира. А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующие роли. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью. А также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходят уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока.